Наверняка каждый геймер, сколько-то интересующийся индустрией, хоть раз слышал о таком проекте, как Cyberpunk 2077. На момент записи этого ролика проект обзавелся несколькими трейлерами и показом геймплея, но, в общем-то, его корни были ясны и так. Прежде всего, это карточная игра Cyberpunk 2020. Официально заявлено, что действие разрабатываемой игры развернется 57 лет спустя. Также известно, что разработчики вдохновляются канонами старого киберпанка, в частности произведением его основоположника Уильяма Гибсона под названием «Нейромант». О нем мы сегодня и поговорим. И да, скорее всего, без спойлеров обойтись не получится, так что если вы хотите познакомиться с этим произведением, не зная его поворотов, просмотр ролика лучше отложить. Книга начинается с того, как наш герой заходит в бар. У него проблемы. Уже несколько лет он живет на грани и занимается темными делами, однако недавно до него дошла информация, что наниматель хочет его убить. Тут же мы узнаем, почему Кейс, так зовут героя, вообще начал заниматься таким промыслом. До всего этого он был отличным ковбоем, взломщиком в киберпространстве. Однако он совершил распространенную ошибку, обокрав заказчиков. Его вычислили и ввели специальный нейротоксин, повредивший нервную систему, тем самым лишивший его возможности и дальше быть киберковбоем. Какое-то время Кейс безуспешно обращался в различные клиники, однако ни одна не смогла помочь ему. В конце концов у него закончились деньги, и вот он здесь. Спит в самых дешевых местечках и зарабатывает как придется. В тот же вечер Кейс замечает за собой слежку, и на какое-то время ему даже удается сбросить хвост. Однако его все равно находят, и, в общем, если опустить подробности, нашему герою выпадает шанс вернуть свои таланты, если он успешно завершит ряд требуемых заказчиком операций. Для этого ему придется взаимодействовать с тремя людьми. Таинственным Армитиджем, чье лицо словно вылеплено из кучи масок, скрывая его настоящую личность. Телохранительницей Молли, которая становится главной боевой единицей всех операций и любовницей Кейса. И Финном, приятелем Молли, ответственным за техническую часть дела. Сюжетный клубок распутывается по двум направлениям. Первое – настоящая личность Армитиджа и вопрос, кто за ним стоит. Второе – конечная цель заказчиков. Само повествование развивается очень динамично. Опускаются ненужные переходы между теми или иными событиями, но тем не менее каши в голове не возникает. Впрочем, стоит заметить, что прочтя полкниги, я полезла за кратким структурированным описанием в интернет и поняла, что если его пытаться уложить в короткий рассказ, то получится мешанина. В общем, если это видео оставит у вас вопросы, оно наверняка их оставит, потому что вторую половину произведения я охвачу совсем-совсем поверхностно. Просто прочитайте роман. Для такого темпа повествования там действительно хорошо прописывается сюжет. И вернемся к нему. Спустя некоторое время личность Армитиджа раскрывается. Не без помощи, какая ирония, программы, которую герои крадут по его указанию. Эта программа, сохраненная в киберпространстве личность старого наставника Кейса, Дикси Флетлайна, способная работать в нем. Так вот, за маской Армитиджа оказывается полковник Уилли Скорта, отправившийся на боевую операцию под названием «Разящий кулак» и преданный собственным начальством. Ему единственному удается выжить. Каким-то образом он добирается до финской границы, где его, слепого, безногого, с оторванной нижней челюстью, наконец госпитализируют. После он оказывается в парижской психиатрической клинике, где, как гласят записи, становится единственным успешно излечившимся от шизофрении в ходе эксперимента пациентом. Записи о нем обрывочные и, увы, информации о нанимателе не дают. Однако примерно в то же время Кейс получает сразу несколько наводок на нечто под названием Уинтермьют, или Зимнее безмолвие. Это искусственный интеллект, или, следуя терминологии книги, ИСК-ИН, точнее его часть, стоявшая за перепрограммированием полковника Армитиджа и желающая объединиться со второй своей частью, которую героям предстоит найти. Здесь я, пожалуй, остановлюсь, упомянув разве что об автономном орбитальном комплексе Сион, где живут последователи растафарианства, считающие Землю источником вселенского зла. Именно они впоследствии помогут Кейсу, убедив своего старейшину, что цели главного героя соответствуют их моральному кодексу, а Уинтермьют говорит с ними от имени Джа. Кульминация книги включит в себя пробуждение личности Армитиджа, конфликт корпорации, создавшей ИСК-ИН, с главными героями и двумя стремящимися к освобождению его частями, предательство, проработанную подоплеку происходящего и, конечно, все это на фоне неоновых огней нескольких стран и городов. Об этом можно поговорить отдельно. Тут вам и футуристические трущобы, и богатенькие районы, и даже железобетонный муравейник, чьим именем озаглавлена вся киберпанковая трилогия Гибсона. Не обойдется, конечно, и без погружения в киберпространство, и даже в иллюзии, создаваемые ИСК-ИНом.
Что забавно, это произведение было написано почти 25 лет назад, однако этого совершенно не чувствуется. Более того, как я уже сказала, книга считается основоположником жанра, и это при том, что когда-то ее чистовой вариант печатался на пишущей машинке. Тут, дабы лучше подчеркнуть культовость романа, мне хотелось бы немного отойти в сторону киноиндустрии и отметить несколько деталей, заимствованных из нейроманта «Матрицы» братьев Вачовски. Собственно, сам термин «матрица». Внешняя схожесть Тринити и Молли, если, конечно, отбросить то, что героиня романа имплантировала себе часть устройств. Так вот, Тринити всегда появляется внутри матрицы с оружием, в обтягивающем костюме и очках. Схожесть характеров Кейса и Нео. Они оба являются хакерами и затворниками. Что любопытно, Киану Ривз также сыграл Джонни Мнемоника, возлюбленного Молли, о котором та упоминает в романе. Ему также посвящен небольшой рассказ, увидевший свет за несколько лет до нейроманта. Схожесть архитектора и Уинтермьюта, начиная с их беспристрастной модели общения и приверженности своим целям и заканчивая общением с главными героями. Наличие Зиона или Сиона, в зависимости от перевода, в обоих произведениях. В «Матрице» это убежище людей, скрытое под землей. В нейроманте – растафарианская община, находящаяся в космосе. Конечно, не ясно, насколько будет прослеживаться нейромант в Киберпанке от CD Projekt Red, но, тем не менее, поскольку достоверно известно, что разработчики им вдохновляются, это упоминалось в одном из интервью, произведение кажется достойным того, чтобы с ним ознакомиться. Тем более, что уж как минимум без пасхалок дело, скорее всего, не обойдется. А знаете ли вы еще какие-либо книги, связанные с грядущим проектом CD Projekt Red или представляющими похожий антураж? Обязательно напишите нам об этом. Ну и, конечно, читайте хорошие книги, любите игры и помните, если вам не нравится произведение, вы просто не нашли своего автора. Всем пока!